Приветствую вас! Очередная передача «Нота Бене». Сегодня мы с вами поговорим о той стратегии, которую, на мой взгляд, окончательно выработала Россия, пытаясь захватить Молдову. Я рассмотрю эту проблему, как принято, кажется, у художников говорить, широкими мазками, то есть общие такие направления, а потом в других передачах будем останавливаться более конкретно по каждому из направлений. Ну и начну с того, что вот вы в заголовке видели, то, что сейчас Россия хочет решить проблему Молдовы чуть-чуть не так, как в Украине. Там ракеты, бомбы, танки. Тут другими методами, новыми формами войны. Ну, еще называют иногда это гибридная война. Ну, известно, что Украина остановила армию Российской Федерации, и дойти до Молдовы не удалось. То есть захватить с помощью армии часть Молдовы или всю Молдову не вышло. Решили пойти другим путем. Давайте тезисно рассмотрим усилия Кремля не военными методами взять под контроль Молдову. И первый вопрос, который может у вас возникнуть: а зачем им это? Отвечаю: создать еще одну зону нестабильности и кризиса, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине. Используя все методы, о которых ниже пойдет речь, взять власть в Молдове, захватить власть в Молдове. Зачем? Чтобы сорвать движение Молдовы в Европейский Союз, создать проблемы Украине, попытаться восстановить СССР или Российскую империю. Это уже такая мечта Путина. Но прежде чем рассмотреть вот все эти вопросы, вот этой стратегии захвата, несколько слов скажу, то, что нас волнует. Постоянно мы обращаем ваше внимание. Первая хорошая новость. У нас уже свыше 18 тысяч подписчиков на Ютубе. Стабильно идет рост. Мы превысили в месяц, в 28 дней на Ютубе всегда свыше 1 миллиона, но мы хотим подняться выше и выше. На Фейсбуке у нас 27 тысяч подписчиков. Есть еще подписчики на ТикТоке, есть еще на Телеграме. И, в принципе, в общем, где-то нас смотрят в месяц свыше 1,5 миллиона человек. Я прошу вас, подписывайтесь на Ютубе. Мы основную ставку делаем на этот ресурс и ждем монетизации, которая, может быть, позволит нам решить наши финансовые проблемы. И, естественно, прошу вас помощи, кто может оказать финансовую поддержку. И ставьте лайки, чтобы росло число просмотров. А теперь давайте рассмотрим направление, что делает Россия у нас. Первое – это дестабилизация политической ситуации в Молдове. Для решения этой проблемы Кремль будет использовать разные методы. Ставка в первую очередь будет на массовые мероприятия: митинги, шествия, пикеты, бойкоты, палаточные городки, перекрытие дорог. Все это нас ждет, я думаю, начиная с мая месяца. Закончится Пасха, и начнется вся эта вакханалия. Главными ударными силами дестабилизации, такими штурмовиками, будет партия Ренашчери Возрождение. Ее затачивают именно на это. И вместе с ними будут выступать члены других запрещенной партии ШОР. Ее запретили, они постоянно там собираются. И тут, и в Москву он уже их приглашает. Потом есть еще партия «Шанс», потом какие-то еще есть партии у ШОРа. И будут пытаться привлечь и другие партии, проплатив их участие. И если мы увидим, что кто-то еще, кроме шаристов, выходит, значит, мы прекрасно поймем, что деньги от ШОРа пошли и в эти партии. Еще один метод воздействия – это информационные атаки для дестабилизации. И они усиливаются с каждым днем. Идет распространение единых нарративов и призывов
к разным формам протеста. Плюс оплата армии, пропагандистов, агентов влияния и полезных идиотов. Это все как бы в комплексе. Главная цель – расшатать ситуацию, вынудить власть пойти на силовые методы. И, конечно, я не исключаю, что есть у них желание добиться сакральной жертвы, которая должна помочь мобилизовать все оппозиционные силы. Безусловно, мы понимаем, что пик протестного движения накануне выборов президента и референдума. Следующая задача, которую решает Кремль, совместно с теми, кто обслуживает их интересы тут, это сохранение под контролем Приднестровья. Мы замечаем в этом регионе активизацию ФСБ, замечаем усиление давления на органы власти в регионе, которые, может быть, и не хотели бы участвовать в каких-то, на мой взгляд, таких сомнительных вещах, которые предлагает Кремль и ФСБ. Но на них давят очень сильно, и им с той подводной лодки некуда деться. ФСБ стремится взять под контроль бизнес-структуры в этом регионе, и по моей информации, эта операция осуществляется достаточно эффективно. Ну и проведение различных провокационных акций. Вы обращали на это внимание. Это какие-то взрывы, обстрелы и так далее, якобы там придуманные покушения. Ну и, безусловно, то, что всегда в фирменном стиле, это подавление любой оппозиции. То есть за Приднестровье они вцепились там зубами, рогами, всем чем угодно, чтобы ни в коем случае не допустить там никаких перемен. Ну, справедливости ради, покритикуем и нашу власть, тоже она очень мало делает, чтобы изменить там ситуацию. И в первую очередь не работает ни с элитой, которая проживает в этом регионе, ни с широкими народными массами. Это большой минус, нет информационного влияния, короче, вообще нету системы. Следующее, чем очень упорно и активно занимается в последнее время Кремль, это взятие под контроль Гагаузии. Уже свой, абсолютно подконтрольный марионеточный башкан Гагаузии, подконтрольный исполнительный комитет Гагаузии, подконтрольный председатель Народного собрания и часть депутатов. Проплачена сетка Шора в Гагаузии, оно и по всей Молдове, но сейчас мы говорим о Гагаузии, которые использовали на выборах, позволив выбрать этого башкана, а также для различных акций. Одно из направлений работы этой сетки – это срыв поездок президента Молдовы в Гагаузию. Этим они занимаются и будут продолжать упорно заниматься. То есть Шор показывает, это моя территория, что как тут без моего разрешения кто-то посещает. Конечно, страшная наглость, и меня поражает, как с этим могут мириться гагаузы. Почему они молчат, почему они не возмущаются. Ну и надо прямо сказать, Гагаузию начинают, скажем так, с потрохами покупать. Идет активная скупка Гагаузии. Безусловно, Шор не в силах сам это сделать. Мы прекрасно понимаем, что за этим стоит Кремль. Что такое скупка Гагаузии? Это те доплаты, которые сейчас они пенсионерам там, и бюджетникам. Это, кстати, то, что делается и в Приднестровье. Это сейчас переговоры по газу будут, тоже газовая такая замануха будет. Ну и экспорт сельскохозяйственной продукции, которые пустили в Россию. То есть я буду об этом еще в отдельных передачах говорить, но это просто смешно, как они действуют. Сначала запрещают, а потом разрешают, и это выдается как большая победа, как забота России, в данной ситуации о Гагаузии. Вообще надо быть полным идиотом, чтобы не понимать происходящего.
Ну и активизация заметна в последнее время в Кишиневе и Бельцах. Идет битва за влияние в двух столицах. В Кишиневе пытаются купить или замазать мэра. Тут мы пока не определились, какая позиция мэра. Удалось им его купить. А если не удалось, они его замажут, объявят шаристом. Я думаю, сейчас сложные проблемы стоят перед Ионом Чебаном. Надо открыть личико, и чтобы люди прояснили, ты с кем, с Кремлем или нет. Ну, это его проблема, мы тоже к ней будем еще возвращаться. Они стараются сейчас по-тихому объединить усилия шаристов и додонистов. Не очень у них пока это получается, но во всяком случае стараются создать такой общий кремлевский фронт против власти. Ну, их, безусловно, почему важны столицы, это центры протестного движения, ну, плюс Камрад. То есть они будут пытаться вот так дирижировать. То что-то в Бельцах происходит, то, что в Камраде, ну и, безусловно, главное внимание будет уделяться Кишиневу. Следующий момент, на который хочу обратить ваше внимание, это контроль над русскоязычным информационным пространством. Да, они выходят и на румыноязычное пространство, работают и там, но там они, на мой взгляд, ну, сейчас боюсь ошибиться, но если контролируют, ну, наверное, не больше 20% вот этого информационного румыноязычного пространства. А вот русскоязычные, они хотят взять под полный контроль. И надо признаться, многое у них в этом плане получается. И я думаю, что если дальше мы не будем в этом отношении сопротивляться, они попытаются захватить все это пространство. Ведь обратите внимание, власть закрывала там каналы, ну, я имею в виду телевизионные каналы, они ушли в интернет. И когда власть закрывала эти каналы, она что, не понимала, что они уйдут в интернет? Она подготовила там в интернет какое-то противодействие? Ни черта не подготовила. Запустили их туда, и они осваивают это пространство. А мы прекрасно понимаем, что интернет будет играть громадную роль уже на выборах президента, на референдуме, на выборах в парламент. Но власть в этом отношении ничего не делает. И поэтому они вещают в интернете, часть вещают через сохранившиеся телевизионные каналы. Самое удивительное, они полностью, многие перекинули передачи и ведущих на гагаузское общественное телевидение, которое сейчас работает на интересы Шора и Кремля. Ну, плюс телеграммы, социальные сети. Надо признать, вот особенно в русскоязычном пространстве они доминируют. Ну, безусловно, если бы не было нас, вы прекрасно понимаете, что мы основные, кто даем бой им в этом пространстве. Поэтому еще раз обращаемся к вам. У нас нет другой помощи. Оказывайте нам содействие, чтобы мы могли достойно бороться и защищать наши общие интересы. Ну, цель вот этой пропаганды, которую проводят, это распространение нарративов. Это стремление мобилизовать своих сторонников. Это стремление компрометировать власть и сторонников власти. И кое-что, надо признаться, им в этом плане удается. Кремлевские нарративы, которые распространяются, я очень коротко, потом будет отдельная передача у меня и, наверное, у моих коллег, они остановятся на этой проблематике. Я перечислю вот то, что на слуху в последнее время. Где-то прокомментирую, где-то просто назову. Но самый распространенный нарратив Санду – это война. Вот она пришла, и это война. Никаких доказательств. Ничего нет, но упорно вбивается вот эта мысль: Санду, война. И вы знаете, когда вот так постоянно говорить одно и то же, люди начинают думать, ну а может быть действительно так. Дальше. Вступление в ЕС – это война. Это Шор выдвинул это, и сейчас другие широко распространяют вот этот нарратив, вступление, ну полный бред,
но тоже ложится вот на ту публику, которая их слушает, и вот так они передают друг другу вступление в ЕС, это война, не надо вступать в ЕС и так далее. Еще один нарратив. Вооружение и обучение армии – это война. Ну, тут меня удивил вообще, есть такой человек, который объявляет, что он специалист в области безопасности. Он бьет тревогу, это Валерий Остолеп, бьет тревогу, что армия Молдовы много занимается тренировками и учениями. Армия занимается тренировками и учениями. Это опасно, это война, это милитаризация. А чем армия должна заниматься? Этот специалист в области безопасности понимает или вообще он как бы ни с чего не соображает в этой области? Ну и любое сотрудничество с Западом в военной сфере – это война. Ну, с кем бы, по каким вопросам не сотрудничали, это война. Ну и обсуждение возможности вступления Молдовы в НАТО, который даже не власть проводит, а вот, допустим, такие, как я, как другие мои коллеги говорят, что надо в НАТО, тоже объявляется «это война». Хотя мы видим, что там, где НАТО, там нету войны. И, кстати, поэтому они так и борются с НАТО, что понимают, что если мы вступим в НАТО, я имею в виду и Кремль, и наши прокремлевцы, что сюда Россия уже не сунется. Поэтому нет НАТО, НАТО – это война. Ну, бред, но тоже ложится на какую-то почву, взбодренную уже, наверное, годами, что вот НАТО – это опасность. Есть еще не меньше и других нарративов, но сегодня я не буду на них останавливаться. Будем возвращаться к этим темам в ближайших передачах. Далее вот такая стратегия наступления занята такой нишей. Это скупка элиты и избирателей. Это такое шоровское изобретение. До шора не было. До шора те деньги, которые поступали к прокремлевским, пророссийским партиям, сами партии воровали, лидеры себе забирали, но не скупали элиту, не скупали избирателей. Ну, иногда кому-то там что-то проплачивали, но такой массовой скупки, как сейчас, нету. Тут Кремль, благодаря схемам, созданным Шором, поставил дело на широкий поток. Ну, давайте прямо признаемся, в первую очередь скуплена часть политической элиты. Я не открою вам большого секрета, если скажу, что не менее 5-7 партий, входящие в первую десятку, прямо или косвенно завязаны с Кремлем и получают оттуда финансирование. Это касается также половины, а скорее всего и больше топ-политиков Молдовы, которые тоже продались Кремлю. И мы будем с вами называть эти партии, будем говорить и об этих политиках. Добавим к этому значительное число пропагандистов, экспертов, журналистов. Сейчас ведется активная работа среди интеллектуальной и бизнес-элиты. И я вижу уже, как некоторые начинают перебегать на ту сторону. И не потому, что им там нравится, я имею в виду, что там идеи и так далее, там деньги. И вот они идут за этими шоровскими, кремлевскими деньгами. Отдельная тема скупка примаров, тоже сейчас активно занимаются шористы на деньги Кремля. Ну и самое большое их достижение – это создание избирательной сетки, когда в большом количестве покупаются избиратели. Это такое ноу-хау Шора. Это делалось в других странах, но в таких масштабах, как делает Шор и Кремль в Молдове, никто еще в мире не делал. Следующая их задача – срыв референдума и создание проблемы для европейского выбора Молдовы. Кремль поставил перед своими марионетками задачу любой ценой сорвать референдум. Сейчас обсуждаются два подхода – бойкотировать голосование или голосовать против. То есть зайти в кабинку, но проголосовать, взять бюллетень, проголосовать против. Выбор будет сделан ближе к референдуму, сейчас все это обсуждается.
Зачем это Кремлю? Вот давайте зададимся вопросом. Ну, ответ на поверхности. Во-первых, убить идею европейского выбора, который многие в Молдове стали рассматривать чуть ли не как национальную идею. Во-вторых, не дать победить на выборах Майи Санду, так как она ассоциируется с евроинтеграцией. В-третьих, нанести политический урон всем проевропейским партиям и всем политикам, которые ориентируются на Европейский Союз. Тем самым создать условия для победы пророссийским партиям и пророссийским политикам. Еще одно направление, ну так я условно назвал, президент от Шора. Ну, вы понимаете, от Кремля. Но так как занимается всем этим Шор, видимо, он назначен главным менеджером по Молдове, то это будет кандидат-шорист. В Молдове опубликован список кандидатов на пост президента, которые могли бы объединить всю оппозицию. Ну, опубликовал один ресурс, абсолютно связанный с Шором. И предполагается, что из них, вот из этого списка, Шор будет выбирать кандидата, которого поддержит Москва. Любопытно посмотреть, кто вошел в этот список. На первом месте мэр Кишинева Ион Чебан. Ну, для меня пока не ясно, его реально рассматривают как кандидата от Шора, и он с этим согласен, или его подставляют, объявляя его кандидатом от Шора. Ну, наверное, с этим должен разобраться сам Ион Чебан. А мы будем наблюдать за этим и тоже выскажем свою позицию по этому вопросу. Сейчас будете смеяться. Вторая в списке Ирина Влах. Ну, полная чушь. Вдруг она всех там опережает. Но кто-то в Кремле ее тянет, а местные, условно назовем их политологи, подпевают в этом, подыгрывают Кремлю. Хотите, пожалуйста, на второе место. Ну, третий Владимир Воронин, я даже не знаю, без комментариев, почему его там поставили. Четвертый Ион Кику. Я думаю, для Кику быть после Влах, ну, это прямое оскорбление. Но все равно как бы попал в пятерку. А вот дальше, ну, просто смешно. На пятом и шестом месте вы сидите, да, не вставайте. Валерия Столеп и Наталья Марарь. Такая сладкая парочка получается какая-то. Это младокремлевцы. Ну, на самом деле, будем прямо говорить, это резерв Кремля на будущее. То есть их сейчас потихонечку раскручивают, может, к парламентским выборам, а может быть, еще более на дальнюю перспективу. Седьмой – Плохотнюк. И тут тоже интересная ситуация, который обходит Игоря Додона. Додон только на 8-м месте. И, кстати, вот эти аналитики, которые делали эти якобы опросы, они когда-то работали с Додоном. Наверное, сегодня они поняли, что это бесперспективно, кинули его. Конечно, не очень красиво с их стороны, но послали как бы такую черную метку от Шора Додону. Ты кто? Ты после Плохотнюка, ты там на 8-м месте. Ну, далее я уже не буду упоминать, идут еще некоторые персоны, но их так просто включили, на мой взгляд, чтобы показать широкий выбор. Ну и победа на выборах в парламент. Тут Кремль пока находится в размышлениях. Ну, на самом деле, чисто пророссийские партии не могут победить. Все опросы показывают, что сами они не могут одержать победу. Кстати, и на президентских выборах тоже. В лучшем для них случае вместе они могут, если вложить те громадные деньги, а говорят, что уже Шор оперирует 11 миллионами долларов в месяц, а потом это может и удвоиться, и утроиться еще, а на выборах вообще до каких-то фантастических высот дойти. Так вот, если туда все это вложится, плюс вот эти усилия, которые предпринимаются в регионах, вот эти сетки и так далее и тому подобное, они могут набрать 40%. Но этого не хватает.
И что они будут пытаться сделать? Безусловно, они будут пытаться уменьшить число голосующих за ПАС. А что для этого нужно? Для этого нужно бросить больше проевропейских партий, чтобы они пошли большим табуном и забрали там по 1-2% от ПАС. Это как бы вариант, это такая технология. Проценты у ПАС заберутся, общий процент ПАС упадет, и тогда эти 40% могут и стать и 50%, потому что будут делиться те голоса, которые не возьмут, они перейдут к тем, кто в парламент. Но быстрее всего они рассматривают еще один вариант. Это иметь тайного союзника на правом фланге, с которым можно создать коалицию, который будет абсолютно проевропейским и так далее. А потом скажут, ну я проевропеец, но с ПАС и Санду я не хочу работать. Ну, в случае, если Санду победит на президентских выборах, пока у нее большие шансы есть на эту победу. Но поэтому мы пошли, вынуждены вот работать там с теми во имя Молдовы, бла-бла-бла и так далее. Во всяком случае, Кремль рассматривает вот эти сценарии очень активно. Я вам нарисовал большую картину. И я думаю, что мы правильно подметили с вами вот эти направления. И мы с вами будем анализировать, будем обсуждать, мы будем высказывать свою позицию по этим вопросам. Ну и если вам важно, чтобы мы сохранили, чтобы мы вместе работали, еще раз прошу, лайки, подписка, помощь. И мы сохранимся, мы продолжим работать и будем доносить до вас правдивую информацию о всем, что происходит в Молдове. И не только в Молдове, за пределами. До следующих встреч. Всего хорошего.